Ну, знаете, я уже второй раз пришла, и мне кажется, каждый раз здесь можно получить массу впечатлений во-первых, о моральном, скажем так, состоянии Лебедева и Ходорковского. Я каждый раз с радостью вижу, что они находятся в хорошей форме, в адекватном абсолютно состоянии, работоспособном состоянии. И это особенно важно, потому что, находясь в тюрьме, очень тяжело, во-первых, соблюдать ясность ума и соблюдать какие-то оставаться адекватным для такой сложной работы, постоянной работы, очень внимательной, очень деликатной, где каждая деталь имеет смысл, имеет значение. То, что они остаются в форме, для меня просто отличный знак. Я очень благодарна, что они такие по характеру люди, которые так себя ведут. Безусловно, прокурор Лахтин, он представляет собой уникального представителя прокурорских, потому что, то, как он задает вопросы, то, что он спрашивает, то, что он говорит, то, как говорит, это смешно. И стыдно за государство, потому что, будь у нас государство нормальным, таких бы прокуроров не было, потому что он не подготовлен, он постоянно просит перерывов, чтобы понять, что он дальше хочет спросить. Его вопросы не имеют смысла, они как-то странно не связаны с обвинением, они не связаны с тем, что обсуждается, поэтому он постоянно вызывает смех, он смешон. Это на самом деле очень страшно, когда представитель государства смешон. Такого не может быть, но в этом процессе это ровно так и есть, и, в общем-то, это должно вызывать оторопь. Да? Там на суде сегодня присутствовали иностранцы, для них, если обернуть эту ситуацию, это была бы странная ситуация, потому что такого в нормальном государстве быть не может. Я рада, что публика есть, я рада, что люди ходят, что не я одна, что много знакомых лиц, незнакомых лиц. Это значит, что интерес есть. И я со своей стороны тоже постоянно всех призываю прийти и посмотреть. Безусловно, это очень интересный, важный процесс, который через много-много лет будет описан в книгах, в учебниках, будут о нем вспоминать, потому что происходит история. Она переломная, эта история. И очень важно быть свидетелем, мне кажется. Вернее, есть возможность, очень простая возможность прийти, предъявить паспорт, зайти и слушать. Слушать, делать свои выводы, смотреть. Мне нравится, как работают адвокаты Ходорковского, мне нравится и Лебедева, их настрой тоже деловой. Мне сегодня понравилось, что судья не безнадежен. Вы знаете, я много раз была на судах, на совершенно разных, касающихся как политических дел, как дел по терроризму. Я была на суде в Беслане, много времени просидела, больше года. Я видела разные суды, разных судей. И, конечно, то, что у судьи Данилкина еще осталось чувство юмора, это, безусловно, говорит о его небезнадежности. Потому что если бы он делал все с холодными, безразличными глазами и лицом, было бы хуже. Такие люди, они становятся роботами, им все равно. Если у человека есть чувство юмора, значит, у него еще есть понимание некой абсурдности происходящего. Потому что, конечно, то, что сегодня, откалывал в суде прокурор, и это вызывало смех судьи, в общем-то, слава богу, показатель некоторого здоровья судьи Данилкина. Это меня радует. В целом, конечно, безусловно, то, что происходит, и все эти вопросы про эти доверенности, эти бумаги, это все не имеет ровно никакого отношения к тому, что на самом-то деле происходит. Да? Потому что на самом деле судят предпринимательство в нашей стране как таковое. Потому что в этом суде подвергаются сомнению, в принципе, все деловые практики последних лет. Подвергается сомнению нормальное выполнение обязанностей людьми, которые работают в бизнесе. Вы подписывали? Да, я подписывал. Но это моя обязанность. Я работал, я за это получаю деньги. И получается, что преступным фактически хотят признать нормальную деловую активность. У меня такое впечатление, что в этом зале суда сидят два мира. Мир прошлого, для которого еще по-прежнему кажется, что деловая активность – это
это является нарушением закона, да, и другой мир, который ушел далеко вперед и для которого деловая вот эта активность, и эти вещи понятные, банальные, в общем-то, все это делают. И они пытаются осудить просто норму бизнеса, норму работы разных компаний. Действительно, они говорят на разных языках. Да, это было сегодня очень хорошо заметно, потому что пришел свидетель, который работал в финансовой сфере, и то, как ему задал вопросы Лебедев, и то, как вопросы ему задавал Лахтин, ну, это два разных как бы мира, да. Они говорят на разном языке, они говорят о разном. Да, это не потому, что как бы у кого-то там симпатии друг к другу. Это не так. Просто Лахтин пытается наказать, доказать, что нормальная деловая активность – это преступность. Да, что когда ты становишься директором компании, это сразу преступление. Что бизнес, который в том, чтобы представлять другие компании, это тоже преступность. Ну, то есть настолько это вырывается из понимания вообще моего миропонимания, например, для меня это вообще удивительно. Вот. Я думаю, что надо людям сюда ходить. Это очень интересно. И, ну, к сожалению, здесь речь идет не просто о каком-то зрелище, а о решении судьбы двух людей. Но мы же понимаем, что, в общем-то, на самом-то деле не в суде все будет решаться. И вопрос в другом. Это вопрос политический. Все эти вот бумажки, рассматриваемые в суде, к политической подоплеке не имеют никакого отношения. Потому что захотят их посадить. Их посадят и без всяких этих доверенностей, договоров, бумажек, свидетелей. Будет все равно, как бы, что там они говорили, кому говорили, да. Я много раз видела такие процессы, когда суть процесса, когда доказательства, оглашаемые в процессе, не имеют никакой связи с финалом. Никакой вообще, просто никакой. И это уже мы много раз видели. И то, что это может быть здесь, абсолютно возможно. Ну, конечно, можем надеяться на лучший исход. На то, что что-нибудь где-нибудь щелкнет у кого-то. И кто-то подумает, скажет: ребята, просто, останавливайте эту историю. Но, не знаю. Тяжело, на самом деле, потому что я с Михаилом Борисовичем ведь работала некоторое время, и мы общались, и, конечно, то, что сейчас это я вижу его в этой клетке, унизительной достаточно. Ну, конечно, неприятно. Немножечко чувство вины, что какое-то возникает. Оно может быть глупое, что вот я на свободе, а он в клетке. Ну, нет, не то, что я там тоже должна быть, да, но как-то такой сидишь и думаешь, что-то я, может, не то сделала, может быть, я что-то не сделала, может, мы все не сделали что-то. Как мы это допустили, как это стало возможным вообще, да. Вот, такое вот немножечко волнение есть. Ну,